Зарождение новой жизни. Что может быть более таинственным и прекрасным? Зачатие. Тема нашего выпуска. Здравствуйте, мои хорошие. Прежде чем начать обсуждать процесс образования зародыша, давайте вкратце поговорим о мужских и женских половых клетках, сперматозоиде и яйцеклетке, собственно, благодаря слиянию которых и происходит зарождение новой жизни. Сперматозоид – мужская половая клетка, которая служит для оплодотворения женской половой клетки – яйцеклетки. Сперматозоид имеет типичное строение и состоит из головки, средней части и хвоста. В организме человека сперматозоид является самой маленькой клеткой тела. Общая длина сперматозоида у человека равна приблизительно 55 микрометрам. В течение каждой минуты в организме мужчины вырабатывается 50 тысяч сперматозоидов. В течение каждого часа 3 миллиона. В течение дня 72 миллиона сперматозоидов. Интересен тот факт, что производство сперматозоидов происходит непрерывно, вплоть до глубокой старости. Среднее время созревания сперматозоида составляет 72-74 дня. По объему сперматозоидов в эякуляте не так уж и много. Когда в лабораторных условиях сперму центрифугируют и сперматозоиды выпадают в осадок, их объем составляет 5% от всего объема спермы. Остальное – секрет семенных пузырьков, предстательной железы, бульбоуретральных желез. Там содержится масса высоко- и низкомолекулярных веществ, обеспечивающих сперматозоидам нормальные условия существования, источники энергии, защиту от кислой среды влагалища и от иммунологической атаки женского организма. Вещества для дозревания и пригодности к оплодотворению. Существует два типа сперматозоидов. Одни содержат половую хромосому X, другие Y. Слияние с яйцеклеткой Y сперматозоида приводит к рождению мальчика, а X сперматозоида – девочки. Соответственно, пол будущего ребенка с большой вероятностью можно определить при зачатии. Считается, что Y сперматозоиды более подвижны, но имеют меньшую продолжительность жизни. Поэтому, если зачатие происходит в период овуляции, то есть когда созревшая яйцеклетка выходит из яичника, они успевают достичь цели быстрее, чем X сперматозоиды. Тогда будет зачат мальчик. И наоборот. Если зачатие происходит за сутки до овуляции, то больше шансов на оплодотворение яйцеклетки X сперматозоидом, у которого большая продолжительность жизни. И будет зачата девочка. В придатке яичка созревшие сперматозоиды живут тихо, почти не шевелятся, мало дышат, берегут себя до попадания к женщине. Если сперматозоиды засидятся слишком долго в мужском организме, они состарятся и будут непригодны к оплодотворению. Сперматозоиды оживают, приступая к активному движению в момент эякуляции. Чтобы встретиться с яйцеклеткой, сперматозоиду предстоит пройти долгий путь через канал шейки матки, полость матки и большую часть маточной трубы. Этому продвижению во многом способствует сокращение гладкой мускулатуры женского генитального тракта. Продвигаясь вглубь женского организма, сперматозоиды начинают готовиться к возможному оплодотворению. Яйцеклетка. Женская половая клетка. Человеческая яйцеклетка имеет диаметр примерно 130 микрометров. Яйцеклетки образуются в фолликулах яичников. Фолликулы формируются в яичниках девочки еще в утробе, и в момент рождения их количество составляет около 1,5 миллиона. В течение жизни количество их не восполняется, а наоборот, постоянно сокращается. А развитие яйцеклеток у девочек начинается примерно в 13-14 лет, ярким признаком чего является менструация и продолжаются до 50 лет. Менструальный цикл – изменения в организме женщины, повторяющиеся через правильные промежутки времени и проявляющиеся внешне в виде кровотечений из половых путей. Под влиянием физиологических и ритмических изменений, связанных с выработкой гормонов, в яичнике происходят циклические изменения, которые можно свести к 3 фазам: фаза роста и созревания фолликула, фаза овуляции и фаза желтого тела. Под влиянием гормона гипофиза происходит процесс созревания фолликула, который занимает первую половину менструального цикла.
На 14-15 день менструального цикла происходит разрыв созревшего фолликула и выход зрелой, годной к оплодотворению яйцеклетки – овуляция. Время овуляции является наиболее благоприятным для оплодотворения. На месте разрыва фолликула образуется желтое тело, такая временная железа внутренней секреции. Желтое тело вырабатывает половой гормон прогестерон. Под воздействием прогестерона слизистая оболочка матки подготавливается к возможной беременности и имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Если оплодотворение не произошло, через несколько дней железа начинает уменьшаться в размерах, перерождается в рубцовую ткань и вырабатывает все меньшее количество прогестерона, что в итоге ведет к началу менструации. Созревшую яйцеклетку тут же подхватывают реснички-ворсинки маточных труб, которые, сокращаясь, проталкивают яйцеклетку внутрь. Продвижение яйцеклетки по яйцеводу в матку длится от 2 до 5 дней. С этого момента организм женщины готов к оплодотворению. В течение 1-2 дней яйцеклетка сохраняет способность к оплодотворению и будет ожидать встречи со сперматозоидом. Если встречи не происходит, она отмирает и разрушается. Чтобы все же эта встреча состоялась, сперматозоиду придется проделать долгий тернистый путь. Попав во время полового акта с порцией семенной жидкости во влагалище, почти 500 миллиарда сперматозоидов, виляя для ускорения хвостиками, устремляются вверх. До заветной встречи им нужно пройти расстояние примерно в 20 сантиметров, что займет несколько часов, так как средняя скорость сперматозоида составляет 3 мм в минуту. Чтобы оплодотворение состоялось, в матку должны проникнуть не менее 10 миллионов головастиков, которые будут помогать прокладывать друг другу путь. До финиша дойдут всего несколько тысяч, а попадет внутрь только один из них. Одни оказываются не в состоянии преодолеть первую серьезную преграду – шейку матки, другие погибают при движении по матке. Третьи могут перепутать дорогу и не попасть в нужный яйцевод. В среднем сперматозоид способен прожить в родовых путях женщины от 2 до 7 дней. Наконец-то, добравшись до яйцеклетки, сперматозоиды дружно окружают ее. Извиваясь, они резко ударяются о внешнюю стенку клетки, выделяя при этом химические соединения, растворяющие ее защитный слой. Как только один сперматозоид проникает внутрь, в яйцеклетке формируется специальный блок, препятствующий попаданию в нее более чем одного сперматозоида. Этот блок создается за счет электрических, химических и структурных изменений. Итак, сперматозоидов нужно много, потому что не все они доходят до маточной трубы. Не все сразу созревают, а большое количество сперматозоидов участвует в растворении оболочек яйцеклетки. Проникший внутрь сперматозоид теряет хвостик. Ядра сперматозоида и яйцеклетки сближаются и сливаются. Происходит оплодотворение. Теперь это уже не спермия и яйцеклетка по отдельности, а единая клетка – зигота. Вскоре она начинает свое первое деление, образуя 2 клетки. Толчок к дроблению зиготы дают некоторые содержащиеся на поверхности сперматозоида белки. А затем произойдет их дальнейшее деление на 4, 8 клеток и так далее. Постепенно делящиеся клетки превратятся в эмбрион, который маточные трубы, сокращаясь, будут проталкивать по направлению к матке. Ему нужно поскорее покинуть это место, так как если он задержится, то произойдет имплантация прямо в яйцеводе, что приведет к внематочной беременности. Примерно на 5-6 день эмбрион достигает цели. Он попадает в матку, где пару дней будет находиться в свободном плавании, выискивая место, куда бы прикрепиться. Имплантация эмбриона происходит в среднем на 7-10 день после оплодотворения, иногда чуть раньше или позже. Найдя удобное место, он будет почти 2 суток, как буравчик, протискиваться внутрь маточной стенки, чтобы прочнее закрепиться. А погружаясь вглубь, он задевает кровеносные сосуды, расположенные в стенке матки. Поэтому на месте имплантации происходят небольшие кровоизлияния. В это время женщина может заметить у себя незначительные кровянистые выделения, которые называют имплантационным кровотечением и относят к ранним симптомам беременности. Имплантировавшийся зародыш начинает выделять в кровь матери гормон беременности.
на который реагируют тесты на беременность. Дальше эмбрион продолжит долгий путь своего роста и формирования. И через 9 месяцев на свет появится новый человек. А на сегодня все. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!